как это нафиг работает? Замены. Именно умение делать перестановки в составе определяет успех команды и организации на дистанции. Многие из таковых заканчиваются... Другие же это... Тотальный фит, полный отсос, страшный руин. В истории киберспорта можно найти самые различные примеры того, как менялись составы команд, а вместе с тем и их результаты. Но самый частый из них именно в доте таков. У тебя есть супер крутая команда, после этого ты начинаешь делать очень плохие замены. Твои результаты уходят в парашу. Вот и все. Бывало всякое. Иногда решафл моментально давал результат. Иногда эффекта добиться не удавалось вовсе. Ну а иногда... Для начала хотелось бы дать вам маленькую историческую справку. В конце 2021 года Celery и Boom из развалившегося микса Weekend GG собрали новый состав, подобрав новичка Тофу, уже именитого на тот момент датчанина Эйса и молодого кэрри Антона Дурачье, который сам попросился в команду. Микс получил название Tickless. Его тренером стал Immortal Face. В это же время одна молодая организация искала себе состав. Алло, ну сколько можно? Вы нашли кого-нибудь? У человека ник Дурачье. И он на коре играет. Посмотрите, у человека ник Дурачье. Подписываем немедленно! Тиклес стали ГГ. Старт для новой орги вышел неплохим, но ближе к инту результаты пошли на спад, и появилось чувство, будто забуксовал. Поэтому пошли замены. Команду слишком сильно душил авторитарный тренер. Да, новый коуч более такой человый. Он типа не как твой босс, он больше как советчик. Ну что, ребят, может потренируемся, а? Так был подписан CY. А с приходом Квина появилась... Уверенность в мидере. Перестановки сработали. И тут, что называется, поперло. Team Liquid to take the Lima Major. Современный гладиатор, не гарматы, не рогатый, он страшный гладиатор! Его ноги как пружины, он как человек-машина, его техника движений всех повергнет в поражение. Смертельная битва, руки словно битый ног. GG доминировали на протяжении сезона и выиграли все 3 мажора, став символом хаотичной, бесшабашной и веселой доты. Со стороны они смотрелись как 5 братьев, все разные, но все вместе. Таким образом они собрали внушительную фан-базу. Блин, норм так-то типы катают, душой играют. С детства за ГГ! Амбассадорами этой теплой братской атмосферы были лучезарные и вроде бы безобидные Тофу, а также открытый, искренний, временами неловкий, но безусловно свой как для русскоязычной, так и для прочей аудитории Дурачье. Дурачье и Тофу чисто братаны, как мы с Мишкой. Вон мы со школы вместе и в доту сидим играем. 1000 каток уже сгамали. Миш, долбоёб, хуй ты фидишь, ебло утиное. В общем, второй год состава, в отличие от первого, был сказочным. Однако добавить к победам 2 ключевых турнира Рият и Инт не вышло. Третий год состава оказался тяжелым. У команды не шло. Тем не менее, не выиграв ничего, они каким-то чудом взяли Рият. Но Инт так и остался непокоренным. GG добрались до финала, где уступили 0-3 Liquid, которым за всю историю клуба не проигрывали в гранд-финалах до этого ни разу. Болельщики с замиранием в сердце ждали, что же произойдет, ведь как распад, так и продолжение истории такого легендарного состава — это новый серьезный виток в истории команды, организации и доты в целом. Уверен, что такая серьезная организация, как ГГ, сделает все по красоте. Ну, потом на авторпате меня кикнули. Дурачье кикнули. Как теперь болеть? Хоть Тофу остался. Одно расстройство. Хорошо, хоть у Майла в телеге проходит классный розыгрыш, ссылка в описании, призы там во. Как вы уже поняли, фанатам команды, примерно на 99% состоящих из фанатов Дурачье, это почему-то не понравилось.
Более того, на фоне всеобщего молчания как дурачье, так и команды, заявление девушки Антона о том, что ГГ команда и Тофу лицемер лишь подлили масло в огонь. Принять такое можно, но только с какими-то объяснениями, понимая причины. А какие были причины и объяснения? Вот об этом сегодня мы и поговорим. Начнем с игровых предпосылок замены. Антон, за что кикнули-то? Не нравилось, что я фижил. Да ну, Антох, брось, когда такое было? Я заставлю карандаш исчезнуть. Он испарился. Да когда его уже кикнут? Тут без иронии стоит отметить, что при всех минусах отчасти подобный стиль был обратной стороной сверхагрессии и скорости, которые, в свою очередь, являлись фирменной чертой ГГ, позволявшей забирать турнир за турниром. Именно это во многом и было ключевым преимуществом в противостоянии с Liquid. Но черт с ним. Лично я считаю, что команда себя просто изжила. У каждого реально были претензии будто бы друг к другу. Замена была необходима. Точно. Нам нужна замена. Кальянщик! Ну вот, другое дело. К замене подтолкнуло и то, что уже был положительный опыт подобных перестановок. Я коротко рассказал об этом ранее. Так что решение сменить дурачье со спортивной точки зрения было неплохим. Заебись. Четко. На место Антона пришел Ватсон, занимающий высокую позицию в ладере, куда более стандартный и спокойный. Задачей нового кэрри стало внесение некой стабильности, а также расширение стратегии команды, которая в теории должна была получить возможность играть в лейт, так как в пуле Ватсона были подходящие персонажи. Теперь есть Ватсон, который с удовольствием играет многими лейтовыми героями. Ему это нравится больше. Когда игра равная, мы спокойно чилим и качаемся. Сказано, сделано. И если раньше игра ГГ иногда выглядела вот так, то теперь она всегда выглядела так. Давайте думать, блядь, подсказывайте, чё вы мозги ебете, подскажите, как, блядь, сделать это по красоте-то, ёпта. Конечно, поражения были и раньше. Только вот если первый фрагмент взят из выигранной карты против Liquid с финала мейджора, то второй приходится на квалификации онлайн-турнира и поединка с Night Pulse. Причина подобного оказалась в том, что убрав человека, который постоянно хотел что-то сделать, гнал команду вперед, и сменив его на тихого новичка, GG просто перестали играть. Там колешь, ребят, пристолбека давайте за гангом, в ответ слышишь, мы его не можем пробить. Ну заебись, ну что-то тогда предложите в ответ. Хотели заходить в лейт. Длительность карт действительно возросла, только вот винрейт сильно снизился, потому как большая часть затяжных игр превратилась в безидейную возню. В общем, замена игру не спасла. Во всяком случае, первая замена. Но не будем забегать вперед. Ну, сделали и сделали замену. Не попали сразу в нужного человека. Чего тут обсуждать-то? Подобных историй в доте уже сотни. Вот так, к примеру, выглядит трансферное окно только за 4-й квартал 2024 года. Вон Тундра тоже взяла себе Найтфола, а с ним не пошло, и его убрали. Однако, как оказалось, важно не только кого на кого поменяли, а еще и то, как это было сделано. Иными словами, операционная и медийная составляющая. И вот в чем тут дело. Как помните, после TI 2023 в команде начался разлад. Дубай,
отсос, еще где-то отсос, потом вообще с Бирмингема вылет, не проходим группы. Румыния топ-2 Фалконов не одолеть. И если по факту замена Антона произошла после НТА, то собирались кикнуть его еще до Рияда. Ватсона хотели выкупить, но не смогли договориться. То есть о том, что Антона убирают, знали не только игроки, но и верхушка организации. И иначе как о выкупе договаривались? Тем не менее, самому Антону не сказали ничего. Довольно удивительно, что Дурачье сам об этом не узнал, ведь в киберспортивном мире слухи расползаются моментально. Камон, об этом знали только я и мой поставщик фруктов. Кому он мог рассказать? Они до Риада обратились к Cloud9, что они хотят кикнуть Дурачье и взять Ватсона. Они не договорились по условиям, но договорились, что Ватсон перейдет к ним после инта. Об этом Антон вообще не знал. А может и узнал, но не поверил, ведь шил-то в мешке не утаишь. Ну, говорю, оглядываясь назад, понимаешь, что этот кик, долго реально планировался, потому что там и по билдам тебе советуют, и ты думаешь, чувак, камон. Я знаю, как на героя играть. Я знаю, что мне лучше купить. Скорее всего, больше, чем ты. Про человеческую сторону данного вопроса и говорить не хочется. Хотя она тоже очень важна. Ведь в будущем, зная эту историю, любой игрок, который придет на замену, будет подозревать, что с ним могут обойтись нечестно, что непременно скажется на игре. Тем не менее, тайное какое-то время оставалось тайным. Риад пришлось играть в прежнем составе, и команда его выиграла, отчего в шоке была прежде всего сама. Мы собирались дисбанднуться, но работали до конца. А потом выиграли Риад. Это безумие, учитывая, как складывались все обстоятельства до этого. Это совпало, не знаю, под первую игру мы проиграли Херойкам позором. Потом мы очень серьезно поговорили все там, и просто мы начали после этой игры ебать жестко. И все же время состава уходило. Ему необходимо было обновление. Победа, вопреки, проблем не решила. И они усугубились на буткемпе перед интом. А потом в середине августа был буткемп, и этот буткемп просто был. Что там пошло не так? Всем привет, с вами Тофу. А давайте-ка посмотрим, чем там задевается Дурачье. Аккуратнее здесь. А дальше был инт, на котором совокупность всех сложностей вместе с болью от того, что... Блять, я второй! Все же привели к кику Антона. И вот тут бы взять паузу, все обсудить, подготовить игроков, комьюнити, сделать все максимально аккуратно. Вне зависимости от того, какой Дурачье был игрок, он любимец толпы и огромный медийный актив. Большая часть фанатов при любых раскладах не приняла бы такой замены. Какой еще к черту Ватсон? Это уже не выгнать Бума и Immortal Face'а. Тогда всем было... Вообще похую. В этот раз на ГГ смотрели как их многочисленные фанаты. Так и вся индустрия в целом. Ведь... Чем больше силы, тем больше и ответственность. И тут ко мне подходит Тофу и говорит: «Босс, мы хотим кикнуть Дурачье на автопати инта. Спроси, как лучше это анонсировать у пиар-отдела». А я ему: «Тофу, а у нас его нет». Это, кстати, тоже хороший вопрос. Что делал и где был пиар-отдел организации, который обязан был существовать? Тут нужно рассматривать всю кадровую политику организаций в целом. Об этом я расскажу в конце выпуска. В теории подобную спешку могло оправдать только то, что это давало шансы игроку найти себе команду на автопати инта. Ведь на нем действительно часто решается судьба будущего сезона. Но на практике GG все равно отпустили Дурачье только через 2 недели. Не, по факту так и вышло, как они сказали, но просто задержкой в 2 недели. Иными словами, в подобной спешке не было вообще никаких причин. За примером того, как надо было сделать, далеко ходить не нужно. Вот как поступили Spirit после того, как стали чемпионами инта и обрели огромную фан-базу. Когда после TI в Сингапуре драконы поняли, что состав столкнулся с кризисом и возможной перестановки, то выложили целый видос об итогах года. Нет, скорее даже итогах эпохи. В ролике все игроки, тренер и менеджмент открыто рассказали о ситуации. Мол, грядут перемены, и, может быть, команда уже не будет прежней. Как бы не хотелось ее сохранить. Более того, было сказано, что никаких решений еще не принято, и к ним все придут позже, с холодной головой.
Совершенно не представляю, то есть голова очень плохо соображает вообще, что будет дальше, да, как это все будет происходить. Что и было сделано. Позже, когда стало ясно, что Торонто уходит, вместе с анонсом вышло видео, в котором все игроки и менеджмент прощались с тиммейтом. Получилось очень трогательно. Показался таким очень добрым, приятным человеком, веселым, постоянно тоже там шутил как-то. Ну, у него еще голос такой немного забавный. Ну, в общем, мне он как-то симпатичен. А уже затем подписали Ларла. Сомнений у болельщиков было много. Новичка критиковали. Что могу сказать? Ебучий Ларл. Но все же даже сквозь боль прощания с Торонто команду поддерживали. Когда в итоге были взяты Рият и Инт, всех захлестнула эйфория. Те, кто все это время следили за спиритами и переживали с командой самые трудные времена, почувствовали сильнейшее единение с командой. Вот как это работает на цифрах. Вот график количества подписчиков драконов в Telegram. Вот это победа в Рияде. А вот это на Инте. Это титул на Intel Extreme Masters от КСеров. Да это все глора, им нужны только победы. Не совсем так. Ведь если посмотреть на период после замены Торонто, когда КС ничего не выигрывал, а в Доте вообще были очень сложные времена, число подписчиков не просто не уменьшалось, оно росло. Чего не скажешь про телегу ГГ, где без побед никакого прироста не наблюдалось. И дело тут не в том, как анонсируются замены. Это лишь очень наглядный и самый показательный пример общей политики работы с аудиторией. Кстати, классный розыгрыш проходит у Mailstorm в Телеграме. Призы там огонь. Не лучшая со спортивной точки зрения и ужасная с медийной замена привела к катастрофе. ГГ начали жестко огребать в комментариях собственных соцсетей, и практически никто за них не заступался. Гладиаторы не просто растеряли всю медийку, они ушли в глубокий минус. Даже фанаты команды желали ей поражения. Фанатами таких людей, конечно, сложно назвать, но других-то и не было. Так происходило в Телеграме, в Твиттере и на Ютубе. Причем писали как на русском, так и английском языке, поэтому то, что это лишь русские, недовольные киком своего, было не особо похоже. Хотя, может быть, это русские пишут на английском. В общем, данных по географии аудитории у меня нет. Придется прибегнуть к старому доброму методу. А давай сейчас узнаем. Ты же крикнешь просто. Кто русский? Поднимите руку. А вообще какая разница? Ведь сами ГГ понимали, что большая часть их аудитории русскоязычная. Иначе зачем они переозвучивали ролики на Ютубе на русский? Более того, переозвучки зачастую набирали в 10 раз больше просмотров. Исправить содеянное было сложно, но менеджмент все еще мог выпустить заявление, признать ошибки. Скажи что-нибудь умное. Не обязательно умное. Любые слова скажи, какие-нибудь слова. Я подписывал расторжение контракта с ним. Этот пацан не смотрел повторы и не анализировал драфты. Тратил все время на выпивку и медийку в русскоязычном медиаполе, а потом сказал, что хочет играть с россиянами. Поэтому мы отпустили его бесплатно, а он решил для хайпа наврать в своем телеграм-канале, что его кинули. Да лучше бы ты молчал. И ведь с таким постом выкатился не кто-нибудь, а киберспортивный директор организации. Тем самым показав, что все эти теплые слова и трогательный прощальный видос не более чем формальность. А на самом деле вот как организация относится к своему бывшему игроку. Игроку, причастному к самым ярким ее достижениям. Да и сам факт подобного заявления сомнительная затея, ведь это и не заявление вовсе, а какая-то вырезка из срача, устроенного на Твиче. Невозможно молчать, если в интернете кто-то не прав. К тому же, по сути, претензии к дурачью нелепые. Антон никогда не был драфтером. И драфтами занимаются там коуч, эйс и селлери. Это не его зона ответственности, и лезть в нее было бы вредно для команды, так как избыточное количество идей сеет хаос, что мешает, а не помогает. Да, Антон много времени проводит в медийке. За что мы все его и любим. Любая команда мечтает, чтобы ее игроки нормально относились к медиа-составляющей и качали ее. Победы, конечно, важны, но во многом потому, что именно победы эту самую медийку и увеличивают. Продается медийка. И с этой точки зрения, дурачье, золотой кадр. А для ГГ вообще алмазный. Но об этом чуть позже. Мне интересно. Проводил время выпивая? Ну это вообще форменная ложь. Все мы знаем, что выпить Антону при всем желании не удавалось. Нет, что-то не то лицо было. Да, еще раз. Нет, еще раз. Как-то странно было. Нет, ты как-то странно улыбаешься.
Сань, нет, какой-то грустный будто бы. Давай еще раз. Нет, у меня как-то рука не... Лучше бы он бухал. Ладно, что там еще было? Играть в доту с русскими? Да и вообще, пост Спортдира был написан так, будто от Антона постоянно звучало Я ебу их, но команда не ебет. Хотя на самом деле Дурачье отзывался о своей бывшей команде иначе. Типа, я ни с кем не общаюсь, но вот так вот теплые воспоминания кому-то остались. Но все равно, реально спасибо. Антон Гандон. Далее Джефф ушел в какие-то набросы на всех подряд и вылил еще больше грязи в постах. Но в ГГ все же нашлись люди, которые смогли дать ему по-настоящему хороший совет. Ладно, хотя бы после такого хуже уже не будет. Гляжу, а фанаты отписываются быстро-быстро, вот так. То есть в момент, когда команда находится под жесточайшим давлением, игрок оскорбляет страну бывшего тиммейта, с которым играл 2 года, и страну новоприбывшего тиммейта. Страшно представить, какое наказание организация должна выдать за такое. И все? Нет, не все. Еще сам игрок выступил с заявлением. Sorry. Конечно же, подобное всех только еще больше взбесило. Алло, Квин, ты можешь проявить хоть немного уважения? Эти суки опять ноют. Ничего не понимаю. Может, просто Gaming Gladiators не особо важна фанбаза и аудитория, и они преследуют какие-то другие цели. Иначе зачем так жестко всех настраивать против себя? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно рассказать вам, что такое гейминг. Чего, блядь? Нет, не гейминг, а гейминг. Гейминг — это платформа, созданная для того, чтобы объединить компьютеры в единую вычислительную систему для решения различных задач. Те, кто ее использует, платят деньги, а те, кто интегрирует туда свой компьютер, получают их. Не без процента отходящего создателям этой идеи, конечно. Чтобы привлечь людей в свой NFT-стартап, Гейминг использует различные методы, например, рекламу, а также программу лояльности для фанатов своего киберспортивного клуба, которая называется... И вот этот Колизей и вообще привлечение аудитории к своему стартапу по сути и стали причинами для Гейминг зайти в киберспорт. Об этом говорили сами основатели клуба. У нас были встречи с инвесторами, но они не выглядели заинтересованными. Однако затем, через пару месяцев, они осознали, что киберспорт отлично подойдет. Иными словами, аудитория была не просто важна. Это была единственная цель что-то вообще делать в киберспорте. Но были и другие плюсы. У нас был бюджет, чтобы подписать Тир-1 команду в любой солидной дисциплине. Мы искали любой вариант от $1 миллиона, тогда как в Доте хватало и половины этой суммы. Дота была, возможно, лучшим вариантом для нас. У игры все еще много зрителей и устойчивая фанбаза. Дешево, надежно, к тому же ты у всех на виду. Но больше всего Тиклис нас интересовали, потому что здорово бы повысили узнаваемость нашего бренда, играя против таких команд, как Team Liquid, OG и Secret. Такие соперники позволяют новой организации очень быстро стать на слуху, нежели те, что есть в других регионах. Правда, как оказалось, в том, чтобы быть у всех на виду, есть и минусы. Ну и мое любимое. Мы очень ценим всех, кто поддерживает наши команды, особенно состав по Dota 2. Честно говоря, фанаты — это главная причина, по которой существует любая киберспортивная организация. И вот если все это не пустые слова, а слова очевидно не пустые, ведь фанаты нужны не просто так, они нужны инвесторам, то как же так вышло? Ответ
в этом же интервью. На каждом TI появляется новый чемпион, и всегда есть много новых команд, которые появляются из ниоткуда, как Team Spirit, CDC или LGD. Ну вы знаете, эти появившиеся из ниоткуда LGD и Spirit, возникшие сами собой. На самом деле это действительно ключевая цитата всего огромного интервью в контексте данной проблемы. Ведь вся суть проблемы как раз в том, что отличает гладиаторов от Spirit с LGD. GG ворвались в киберспорт и купили готовый состав, как и многие другие. И, как многие другие, особо не управляли им на уровне спортивного менеджмента. Давали денег, помогали организационно, не залезая внутрь. Грубо говоря, организация помогала игрокам, а те светили их спонсоров, снимались в контенте и носили их тег. Так же устроено и во многих других организациях. Но не в Spirit и не в LGD. Вот возьмем, к примеру, историю с выпивкой, в которой был обвинен Дурачье. Скажи свое любимое пиво. Ну пускай будет Клинская. О, а я знаю, где можно скидку на это пиво получить. Представить нечто подобное в LGD, когда они еще существовали, было невозможно, потому что там игрока бы уволили или оштрафовали сразу. На 3-месячном буткемпе перед интом в 2018 году им даже телефонами пользоваться нельзя было. Да и в Spirit дисциплина железная. А что в ГГ? Организация показала себя не инженерами, а эксплуататорами. Купили все готовое, а как только что-то сломалось, оказались не в состоянии починить. И в этом нет преступления. Таких большинство. Да проще найти такую же, как ГГ, команду, чем обратный им пример. Но, как выяснилось, умение управлять не просто важно. Его отсутствие губительно, в особенности на дистанции. Ведь скажи Антону в открытую, что его собираются заменить до Риада, может и не всех, но многих проблем удалось бы избежать. Чего не сказали-то? Да мы пытались, но он постоянно был чем-то занят. Улыбнись зубами. Ну, поближе. Нет, это плохой человек был, еще раз. Не сказали, потому что боялись, что он сольет оставшуюся часть сезона. Ну вот, если бы мне сказали, чувак, после инта мы тебя заменяем, я бы не думаю, что я как-то в тильте был. Я бы, наверное, побольше постарался выложиться, потому что это же мне надо, это не им надо. О, ну какой же бред. Ну когда игрок перед уходом из команды играл хорошо? На что можно рассчитывать на инте в такой ситуации? Ну, не знаю, может быть, на победу? После Riyadh Masters Neta сообщил нам, что хочет создать свою команду со своими ребятами. Мы долго разговаривали об этом и решили, что пусть он попробует. Мы с самого начала заверили его, что Liquid дружелюбно относится к игрокам и постараются выполнить его просьбу. А что, так можно было, что ли? Да? И чем все кончилось? Смотри, да хак! Конечно, важное но. 33-го не выгоняли. Он сам ушел из команды, предупредив об этом открыто и честно. 33-й такой благородный. Не то, что эти предатели. Только вот оказалось, дело не в благородстве, или не только в нем. Такое решение игрок принял не просто так, а чтобы не забивать голову на инте. Я принял решение перед TI-13. TI – эмоциональный турнир, поэтому я не хотел, чтобы меня отвлекали ненужные мысли. Зато и эти же чувства мешали ГГ. В команде что, не было психолога? Или почему он об этом не сказал? Да камон, какие психологи? Сейчас всему можно научиться в интернете. Вот, кстати, канал известного психолога. Посмотрим, что там. А ну-ка. Сегодня я буду учить вас, как пукать незаметно. Для того, чтобы не было этого звука, В финале у Liquid была приподнятая атмосфера внутри. Команда провожала своего тиммейта. В ГГ же наверняка была ужасная обстановка. Там вообще трэш был лютый, такого никогда не видел в этой команде. Итог логичен. Лошадки чемпион, а... Марко Ройс. Мой любимый Марко Ройс снова не чемпион Германии. Он снова становится вторым. Но финалом TI все не ограничилось. Да из чего? Каждый продолжил пожинать то, что посеял. Liquid уже в марте выиграли Валахию, обойдя своего бывшего тиммейта в финале, и показав, что если весь механизм отлажен, то даже самую важную, казалось бы, незаменимую деталь можно заменить. А ГГ же совершенно зачахли, как в игровом, так и на медийном уровне. Что неудивительно, ведь, отвернув от себя большую часть старых болельщиков, привлечь новых без результатов оказалось то еще задачкой.
Но и на этом потери не кончились. Также ушел сперва в отпуск, а потом совсем не выдержавший давление Селлери. И неудивительно, играть в такой атмосфере, да еще и скатиться куда-то к Тир-2 после победы на 3 мажорах и Рияде тяжело. Ну а у Антона все прекрасно. Он отдохнул, вернулся, выиграл 2 турнира после своего возвращения, после чего осознал, что хочет взять перерыв или вообще уйти из соревновательной доты. Шах и мат. Круг замкнулся. И может кому-то сейчас покажется, что решение гладиаторов о замене Антона выглядит чуть лучше. Но оно выглядит только хуже. Со спортивной точки зрения к замене и так вопросов особо не было. Но вот в остальном выходит еще больший швах. Смотрите. Представим, что вместо отписки дурачок ГГ отдали бы его тундре в аренду, в идеале включив пункт о повышении стоимости или бонусных выплатах за победу на Тир-1 турнире. Такое вполне реально и практикуется. Как итог, получили бы нехилую компенсацию. Когда же Антон решил уйти в отпуск, могли отписать его со словами «очень жаль, ну приходи, если что», избежав репутационных потерь, или же оставить его как медиа-актив, пиарить свой NFT. Само собой, что в идеале было избежать истории с киком за спиной до этого. Но даже после нее такой вариант имел шансы нехило так сгладить углы. Вот и вышло, что Аргу наказала даже не карма, а прямой эффект от принятых ею решений. История GG лишь одна из многих. Мы видели подобное в прошлом и не раз. Ну а какие-то еще впереди. И вся суть проста. 5 человек круто играют в доту, их подписывает организация, и все пучком, до первой поломки. Причины у всех свои, но почти всегда это либо полное отсутствие управления, либо недостаточно качественное управление. Гладиаторы, по факту, натворили делов, а когда команду настигли последствия... Бомбануло! И никаких предпосылок к фундаментальным изменениям к лучшему я не вижу. Во всяком случае, с таким подходом. На что надежда? Дисбанд и подписание нового стака будущих чемпионов на халяву? Нифига себе везение. Блять, а если с удачей ёбнет? Ну это сказки нахуй какие-то. Допустим, получится. А что дальше? Опять все будет разваливаться? Менеджмент — это основа. Это база. Все остальное — его плоды. Нужно менять подход. И не только ГГ. Всем, кто этого не сделал. А не сделал почти никто. Для начала, хватит бездумно подписывать команды. Это костыль. Хотите играть в долгую? Вариант только один. Собирайте состав сами. Найдите менеджера, который сделает это. Дайте ему ресурсов. Такому менеджеру нужна абсолютная ситуация со спортивным менеджментом организации в доте ужасна. У нас как в плохом универе. Вместо того, чтобы потратить время, выучить материал и написать работу, получив знания и сэкономив деньги, курсачи просто покупаются. Как итог, все приходят на экзамен с купленными курсовыми, не имея ни малейшего понятия, хорошие они, плохие или вообще по другой теме. А если что-то нужно исправить, то нет никакого понимания, что и как. И вот Dota — это универ с такими вот студентами, где 1-2 человека на потоке мало того, что написали себе лучшие работы, так еще и продали всем остальным то, что осталось. Но вы же понимаете, что любой, кто покупает курсач, полный долбоеб. Не надо спорить и обижаться. Я покупал курсачи раз 10 и прекрасно знаю, о чем говорю. Ладно бы, таких менеджеров было не найти, хотя это и сложно. Но их кикают из команд. Просто зачастую это остается за кулисами. Вот вам история. Менеджер собрала команду. У команды пошли результаты. Затем случился конфликт с игроком. И организация решила убрать менеджера, собравшего состав. И совершенно не имеет значения, как вы относитесь к этому менеджеру. А человек был и есть непростой. Но это она собрала состав. Это она менеджер. Нельзя кикать менеджера в угоду игрока. Стоит ли говорить, что после кика команда погрузилась на дно доты быстрее, чем флот Кунки? И это не значит, что менеджеры неприкасаемы. Даже из данного видео следует, что некоторых вполне можно заменить. Но не по прихоти снизу, а только по решению сверху. Если уж так вышло, то необходимо будет найти замену, а не просто заткнуть дыру эффективной тети из футбола, дяди из тенниса, девушкой или сестрой, просто потому, что ей нужна работа. Хотя я не исключаю, что сестра может оказаться отличным работником. Точно такая же ситуация с пиарщиками. У целого ряда топовых команд их просто нет. Что и выливается в подобные провалы. Будь у ГГ мощный пиар-отдел, он бы сразу упредил все, с чем столкнулась команда. И остановил медиа-агонию еще в зачатке.
И уж точно это не значит, что всех стоит постоянно кикать, менять и тасовать как карты в колоде. Ведь хорошие управленцы знают, что везде самый ценный и сложно добываемый ресурс — это люди. Ты мудила ебучая, вы во что играете, сука, ебаная падла? Но спроса на эти кадры нет. А так как нет спроса, то и предложения по некоторым позициям отсутствуют полностью. Их еще и на помойку выкидывают одного за другим. Хотя такие кадры самые ценные, и расставаться с ними нужно очень аккуратно. Ведь тот, кого ты выгнал сегодня, уже завтра может оказаться невосполнимой потерей. Мне страшно за дурачка. Привет, ребят. Вот поиграли. Чувствую себя дерьмом. Хочется плакать. Очень обидно, да. Очень грустно. 2 раза подряд, 2 года подряд мы отсосали. Что еще давай? 3-0. Могли себя круче. Может, не могли. Но очень сложно было. Очень обидно. Поэтому увидимся в следующем сезоне. Всем бай. Бля, почему такая хуйня только с Антоном может случиться? Я не понимаю. Это блядь, такой кринж вообще. Он специально в эти нарезки попадать хочет, что ли, или что? Вопросы?